Я сама офигеваю от того, что меня занесло в Персидский залив. Кстати, так туда не добралась во времена, когда познавала мир при помощи автостопа, а планировала. И тут, пока сидишь без света интернета, появляется время на книги. А в свое время я накупила в секондах англоязычных книжек, и вот дошла до них очередь. За эту книгу бралась раза 3, но как девочки она мне тогда не пошла. Слишком много военщины и мало верблюдов с падишахами. А тут зацепило. И само собой разумеется почему. Если ты не занимаешься военщиной, то военщина займется тобой. Потому что под обстрелом рашистских ракет невольно сравниваешь настоящее событие с Персидским заливом 1991 года. Как мир реагировал тогда и как сейчас на очередную страну, чьи руководители слетели с катушек. В общем, решила с вами поделиться. Новая рубрика «Обзор книг, основанных на реальных событиях и личном опыте», как мы тут на канале пропагандируем. Такую книгу вы вряд ли почитаете, потому что не купите, да и многие английским не владеют. По статистике мой канал смотрят и в России, и Казахстане, и Узбекистане, практически во всех бывших республиках СССР. Так что, пожалуйста, сравнивайте, как организована британская армия и как ваша, и какие у кого ценности. И анализируйте, не поехала ли крыша у лидера вашей страны. Она обычно у всех едет, кто больше 2 сроков засиживается. И размышляете, что надо делать, чтобы весь мир научился вовремя останавливать очередную обезьяну у власти, размахивающую ядерной, химической или биологической дубинкой. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Книга эта называется «В эпицентре бури». Автор, соответственно, британский генерал-майор Патрик Кордингли, который руководил бригадой «Крысы пустыни» во время войны в Персидском заливе. Видите, в 1996 году какой-то Питер подарил эту книгу своему отцу на Рождество. Стоила она тогда 5 фунтов, а сейчас на Амазоне $13. Конечно, я не буду пересказывать это повествование, мы посмотрим фотографии, и я укажу только на те моменты, которые меня реально цепляли. Итак, начнем. Вооружение зацепило меня. На фото М109 американские самоходные артиллерийские установки 40-й королевской артиллерии готовятся для отправки в Персидский залив из Германии. Недостатка вооружений Кордингли не отмечал. Все, что надо, им поставлялось незамедлительно, а не в час по чайной ложке. Никто им не говорил, что не надо злить Хусейна и хорошо бы Саддаму Хусейну сохранить лицо. 15 сентября 1990 года. Первая из бесчисленных пресс-конференций. Почти каждый день Кордингли давал брифинги для прессы. Пресса играет огромное значение в демократии. Не зря ее там называют четвертой властью. Представители всех крупных изданий приехали в Персидский залив, чтобы доносить обществу о ходе подготовки к войне. Пока дипломаты старались там все уладить, а к войне серьезно готовились. У нас я знаю только одного на слуху, Юрия Бутусова, военного корреспондента, который реально в полях. И так как Бутусов критикует 95-й квартал за то, что не готовился к войне, то никаких условий ему, естественно, не создают. Может, есть и другие прикормленные властью военные корреспонденты, но я ими не интересуюсь, потому что не верю. Бутусов тоже не идеален, но пока так. И вот еще знаю одного итальянца, Клаудио Локотелли, тоже хлопчик бегает под бомбами, в данном случае по Херсону. Чего британцы боялись? Химического и биологического оружия в первую очередь. Но это им не мешало готовиться к войне, все бойцы были снабжены специальными костюмами и противогазами, и в них они проводили учения. А вот посмотрите на британских офицеров и генералов. Красавчики, правда? Украинские генералы не хуже в данный момент после того, как они прошли селекцию. Как сказал главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный, 10 генералов уволились после того, как он принял свой пост, а один даже застрелился. Вот такая селекция. Потому что шутки закончились. Надо воевать и выигрывать. Я выбрала вам не всех моих любимцев, таких офицеров ЗСУ полно.
Посещение визитеров, в том числе высокопоставленных лиц, которое происходило в массовом порядке. Высокопоставленные чиновники приезжали не просто рожей попиариться или пофоткаться. Первая их задача – поднять боевой дух армии. Вторая – узнать о проблемах и искать пути их решения. Слева Кордингли и Поль Волфовиц, заместитель министра обороны по политике в Пентагоне. А это Кордингли и адмирал Бейдер встречают британского министра обороны Тома Кинга. Взаимодействие с местными армиями, в данном случае саудитами. Кордингли пишет, что часто попадал в казусы из-за незнания восточных обычаев, но постепенно призвычаився, потому что у всех одна задача. Генерал Халид бин Султан эль-Сауд управляет на учениях танком Кордингли, а сзади генерал-майор Салех эль-Мухая, командующий Восточным фронтом Саудовской Аравии. Это генерал Кордингли попал в аварию недалеко от Эль-Джубайл. Вылезли они невредимыми из-под новенького рейндж-ровера, который им послужил всего 2 дня. Кордингли так и не понял, случайно произошла авария или она была специально подстроена. А это очередной брифинг для прессы, который стал для Кордингли роковым и доставил ему очень много неприятных переживаний. Остановимся на этом подробнее. Генерала спросили о планах на будущее. Но это для военного запретная тема. Кордингли ответил, что может бесконечно долго рассказывать об учениях, но не о планах. Тогда корреспондент сказал, что он и так много слышал об учениях, а хотел бы знать, как скоро начнется атака на Кувейт. И тогда Кордингли ответил: «Я хотел бы упомянуть, если позволите, роль газет в этом конфликте. Телерепортажи, как нам кажется, должны быть очень полезными при подготовке нации к войне. Они показывают, как мы профессионально проводим учения и комментируют этот процесс. Но я не думаю, что этим должны заниматься газеты». И тогда корреспондент из Guardian задал провокационный вопрос: «А к каким потерям нам готовить британцев? Вы говорили в Министерстве обороны, что потери будут незначительными». И тут Кордингли признает, что допустил ошибку, потому что пустился в пространное объяснение, в результате чего зашел на чужое поле политическое. Его помощник брякнул цифру в 15%. Кордингли начал выкручиваться, и когда понял, что чем больше он доказывает, что это иракцы понесут значительные потери, а не британцы, тем хуже. Тогда он завершил брифинг такими словами: «Я надеюсь, никто из вас не скажет, что бригадир Кордингли сказал, что в заливе ожидается много потерь. Это не принесет пользы. Что мы должны сделать, это предупредить людей, что будут случаться неприятные вещи, потому что это война, и люди должны быть к этому готовы». И вот вы видите заголовки. «Готовимся к кровавой бане. Черчилль не скрывал правду». Ну и таблоиды подключились. Кордингли очень тяжело перенес все это, пытался всем доказать, что его слова перекрутили, и таки доказал это своим командирам и окружению. Но, как вы понимаете, осадок остался. И тут, внимание, несмотря на все это, Кордингли не затаил злобу, не стал мстить всем этим журналистишкам, а всегда подчеркивает, что пресса – это постоянные компаньоны военных. Для них выделили специальный транспорт и делали все, чтобы облегчить их работу. Кордингли рассказывает еще об одном проколе газетчиков, но уже как о незначительном казусе. Какие-то солдаты в шортах и майках переносили какое-то там оружие, а пресса растрезвонила, что британские солдаты голи и боси. Пришлось оправдываться и Министерству обороны, что солдаты эти в свое свободное время что-то там поднесли, а у них все есть. В Украине с объективной информацией все очень плохо. Ее заменяет тухлый единый марафон, уродливое детище офиса президента, который выливает на головы украинцев бравурные дезы о том, что завтра мы победим, не стоит и беспокоиться. На этом марафоне вольготно себя чувствуют и ведущие пророссийских каналов, и члены запрещенной партии ОПЗЖ. Во время войны власти протягивали 2 миллиарда на марафон. Бутусов назвал этот марафон марафоном мародеров. А это танк генерала Кордингли под названием «Месть за Базовта». На нем он перемещал визитеров по пересеченной местности. Фарсад Базовт – это иранский журналист, который в 1990-м был казнен в Ираке за шпионаж в районе Багдада в пользу Израиля.
А вот государственный секретарь Том Кинг управляет танком вместе с командующим британскими силами на Ближнем Востоке Питером де ля Бьером. Это надпись на дуле танка «Месть за Базовта». И дальше я даже покажу вам технику тех лет, потому что сейчас мы все спецы в военной технике. Байрактары на первом этапе войны, потом Хаймарсы, и теперь вот нам передают наконец Патриотс. Это экипаж танка. Это главный боевой танк Challenger, дальность 2 километра, Чопхэм броня усилена дополнительными пакетами. Весит 64 тонны, экипаж 4 человека, командир, стрелок, водитель и радист. Скорпион – разведчик, добывает инфу впереди себя и по бокам, экипаж из 3 человек. Warrior – бронированный транспортер для пехоты, экипаж 10 человек, командир, стрелок, водитель и 7 до зубов экипированных пехотинцев. Способен развивать скорость 80 км в час по пустыне. И вот командир и 7 пехотинцев готовятся поражать врага штыковой винтовкой и гранатами. МЛРС – реактивная система залпового огня. 12 ракет меньше, чем за минуту на расстояние более 30 километров. Каждая ракета содержит 644 бомбы. В заливе использовали 12 таких РСЗО. А гаубица М109 в деле. Всего их было 24. Мостоукладчик Chieftain Bridge Layer прокладывает 25 метров за 5 минут. Такие мостоукладчики были бесценны при прохождении через бесчисленные нефтяные трубопроводы. Giant Viper – гигантская гадюка. Система привязана к мостоукладчику и использовалась для очищения минных полей. Шланг со взрывчатым веществом выстреливается при помощи ракеты на минное поле и там детонирует. Один взрыв очищает поле 140 метров в длину и 70 в ширину. Опять пресса, ей полкниги уделено. Постоянный контакт с командой журналистов, Media Reporting Team. Опять же журналисты, а не прикормленные властью медиахвойды. Здесь на фото это все уважаемые люди, которые прошли положительный отбор. Свободное время, вот так генерал Кордингли в начале февраля 1991 года без пафоса играет в шахматы с Ричардом Кэмпом, офицером британской армии. Арбитр матча – водитель Land Rover, который перевозил генерала. Это Toyota Cowboy, водители британской армии. И вот один из последних брифингов 1 февраля 1991 года, где Кордингли рассказывает, как они собираются проходить через огромные минные поля в Ираке. Предполагалось, что дороги, показанные на диаграмме, очистят американцы. Руперт Смит, этот на вид ботан, генерал-майор, старший командир во время войны в Персидском заливе, за что был награжден орденом за выдающиеся заслуги. Кордингли дает ему высочайшую оценку. Репутация мыслящего человека с огромным опытом. Получил в 1978 году медаль королевы за отвагу, за спасение друга офицера из горящей машины, от чего имел на руках ожоги. Очень сдержанный, но высокий профессионал и руководил штаб-квартирой как автомобилем. Отдельно об учениях. Как только Кордингли прибыл в Саудовскую Аравию, он сразу этим занялся. Были трудности с выбором места. По пустыне гуляют верблюды, а в небе авиация. Все надо было согласовать. Появился верблюд, учения прекращаются. Генерал этим всем занимался. Учения каждый день, и снаряжение и техника, всего было завались. Особое внимание занять день солдата, организовать быт, душ. Все это было сделано на высшем уровне. Кордингли признавал, что американцы более организованы, снабжаются лучше, финансирование побогаче. Поражало его равноправие среди американцев. Не Пэтрик, а Пэт. Все по сокращенным именам. Никакого подобострастия к чинам. Любой человек может пожать руку как президенту, так и генералу. Приезд Буша поразил его. Первая леди Барбара Буш, он видел, как она устала, но со всеми фотографировалась, улыбалась и давала автографы. На Рождество вся Британия оказывала моральную поддержку своей армии. Каждому солдату прислали подарки, в основном средства гигиены. Для пустыни это была острая необходимость. Интересно, как Кордингли высказался о военных экспертах. Сейчас их тьма тьмущая развелась. Они не слазят с экранов и пораскручивали свои каналы на военной теме и гребут на этом бабло, втирая лохам, что Путин тяжело болен, что против него заговор. Пеплы такое хавают. Так вот,
как-то Кордингли послушал по телевизору одного военного эксперта, и с его точки зрения это был полный бред, ни слова правды. Тем более генерал не упоминал, чтобы BBC тащили к себе на экран иракских экспертов. А у нас творится хаос в информационном поле, и вражеская пропаганда под видом хороших русских регулярно поставляет на экраны всякую ФСБшную дезинформацию. И дальше сам бой и победа. Честно говоря, я до конца не дочитала, там уже пошли чисто военные действия, но могу показать цветные фотографии. Итак, 31 страна, по словам Кордингли, объединилась, чтобы утихомирить военного преступника Хусейна. 31 страна. 25 февраля армия готова к выдвижению. Это рисунок атаки 26 февраля. Это танковая атака на иракский коммуникационный центр. Первая победа укрепила дух армии и успокоила натянутые нервы. Чашка кофе на границе Ирака и Кувейта. 27 февраля. Рисунки с поля боя. Это Кордингли пытается смыть песок с головы перед отъездом домой. Это сжигают передвижной туалет. А вот премьер-министр Джон Мейджор посетил 6 марта британских воинов. Как раз во время этих событий Маргарет Тэтчер отставилась. Это жены британских офицеров пьют шампанское, жена генерала Мелисса первая слева. Вот Кордингли встречают в аэропорту Ганновер. Это семья Кордингли, прием в Букингемском дворце. Вот так проходила война в Персидском заливе, куда меня неожиданно занесло, чтобы я отдохнула от партизан и подпольщиков. Где же еще отдохнуть от них, как не в Персидском заливе? Канал Ірини Коновець-Поплавської. Додавили Хусейна, но дело его не пропало. Рядом в Иране живет и здравствует очередной безумец, который кидает на наши головы свои иранские дроны. И соседи терпят этого иранского безумца, хотя он им и приносит немало хлопот. Не знаю, успеют ли земляне понять, что если у тебя вырисовался сумасшедший сосед, не надо ждать, пока он на тебя нападет. Надо мониторить ситуацию. Для чего же тогда вся эта бесполезная организация ООН? Для чего же все эти ваши разведки и аналитические центры? Видите, что кто-то свихнулся, начинаете его давить заранее. Все эти игры в демократию в странах 33-го мира – это гибельно. Под соусом демократических выборов можно любого фраерка поставить у власти. Этот фраерок когда-нибудь уничтожит всех землян. Я не знаю, какой-то надо клуб создавать, в который принимать только глав государств, прошедших психиатрическую экспертизу. И тогда те, кто не в этом клубе, все будут понимать, что это изгои, и от них надо держаться подальше. Боишься проходить психиатрическую экспертизу, значит, место тебе на помойке, даже если тебя выбрали на псевдодемократических выборах. Не знаю, но что-то надо делать в этом направлении.